Да, я тебя сюда закрыла. Доброе утро, ребят. У нас 5 часов утра. Я завела нашего котика уличного домой, потому что у нас сегодня открытие карнавала, первый день. И в 5 часов утра начинается очень громкая музыка у нас здесь, в нашем поселке. И вот, в общем, чтобы он не испугался, не убежал, потому что очень сильная музыка. Есть сейчас играют возле школы. И должны дойти до нашего дома, так сказать, возле нашей улицы будут тоже играть. Поставила я будильник на 4:45, потому что я знаю, что в 5 часов начинается. И позвала его, он был в домике у себя, и вот сюда закрыла в туалете, потому что, это у нас там музыка прямо возле дома будет. Иначе бедненький он испугается, убежит. Да, сиди тут, пережди немножко, полчасика. Через полчаса тебя выпущу. Да, даже Макс проснулся. Ты слышал, как бабахнуло? Как будто это... Да. Потом se fueron ahí y vuelven. Да. Маленький уже костюм тебе. Нужно новый заказывать. Нам сказали сегодня в школе прийти в костюмах. Ты опять волосы намазала? Только немножко. Только не сильно. Да, покажи. Блесточками. В прошлый раз она очень сильно намазала, мы потом их смыть не могли. Единорог без хвоста. Хвост оторвался. Все, на самокате поехала. Пока. Пока. Сколько минут? Я не знаю. Мне помогла. Блин. Ну, может, ты раскатаешь его, когда будешь ехать? Разработается колесо. Макс сегодня в школу не пошел, и мы забыли оповестить учителя. Ксюша нам потом сказала. Нужно в клаб же писать. Никто не написал. Что ты не написала? Я спала вообще-то. Я просто сказала Лео, что Макс не пойдет, что у него температура 38. Я думала, что он напишет. Он тут с телефоном стоял, я думала, он написал. Как бы это логично, если у ребенка 38 температура, что в школу не надо идти. Температура он тут ходит, ничего у него нет? Не, сейчас она, может, упала, конечно. Но у него всю ночь 38 и сейчас 37,1. Ночью было 38, всю ночь держалась 38 температура. Панкаке. Ксюша нам завтрак готовит. Ксюша эту неделю не работает, ее выгнали с работы. Да? То есть Никто меня не в выгонял. прямом... Они сказали, я могу остаться, но не будет скучно. Не в прямом смысле, конечно. В общем, отправили ее на каникулы. Все ушли в отпуск на неделю. Она там одна, да? И чтобы она там одна не сидела, ей сказали, иди-ка ты тоже на каникулы. Она хотела эту неделю оставить, сохранить и перенести, там, возможно, на летние каникулы, да? Чтобы были летние каникулы подольше. Но не получилось, отправили ее домой. Так что тусуется она дома эту неделю. Маргарита тоже, да, работает только эту неделю. И на следующий день, по-моему, да, у нее каникулы. У Маргариты на следующей неделе каникулы. У нас сегодня дождик целый день. Я проснулась в 4:45, потому что ровно в 5 часов утра начинается карнавал. Я не знаю, почему в 5 утра. Слышу, он там под дверью мяукает. Хотела сказать, гавкает. Хотела сказать, гавкает. Он мяукает под дверью, я его запустила. И все, и ровно в 5:00 бабахнули тут эту, слышала? Какую-то петарду, в общем, на барабанах, не знаю, кто там играл. Я видела там такая труба большая, кто-то ходил с такой большой трубой, круглой. Это сопла и Да. цели. Но они у нас тут в этот раз не играли на площадке, обычно они каждый год они на этой площадке играют. Они играли в следующем доме, в следующем в том, на той. Потом они пошли немножко туда вверх, потом они спустились, на той стороне улицы они играли, в школе они играли. Вот, и все. И потом я отпустила, дала ему поесть и отпустила на улицу. Еще Филька хотел убежать, я дверь открывала, он прям, знаешь, он слышал, что музыка играет громко, но ему хотелось все равно это выйти, ему не страшно было вообще. Сейчас будет каждый день какие-то программы, а именно большие парады. Это будет сегодня парад в обед, и будет на следующей неделе, по-моему, в понедельник большой парад, на который вот мы ходим обычно. Но сегодня мы не пойдем, потому что сегодня целый день дождь. Ты представь себе там стоять под дождем. На следующей неделе вообще нам тоже дожди передают, но я надеюсь, что погода поменяется.
Мне хотелось бы пойти. Нормальная погода хотя бы, чтобы дождика не было. Так-то на улице не холодно, у нас плюсовая температура, плюс 8, плюс 7. Но вот дождь сегодня, поэтому сегодня мы не поедем. Мне целый день. Можно я целый день посплю сегодня? Нельзя. Нельзя мне целый день поспать, Сюська. Дай мне целый день поспать. Что, молока нет, да? Закончилось? Есть еще? Молока нет. Одна бутылочка осталась молока. Что мало? Как, где мало? Нормально. Смотри. Мало, говорит. Вроде никто не звонил. Мне кажется, они у Каролины спросили, где Макс. Прочитала я все комментарии, кто писал по поводу аквариума. Могу сказать то, что от света, от лампочек, да, может быть, скорее всего, тоже вода портится, но с лампочки я включаю очень редко. Целый день он только от дневного света, и то у нас всего лишь половина окна, и сюда прямые солнечные лучи не попадают даже летом. Лампочки, которые над аквариумом, я включаю очень редко. Я под вечер, если только когда я им даю поесть, чтобы они видели, где еда находится, я включаю свет, ну, может, на часик, на 2 максимум. Посоветовали мне купить карбон. В общем, это активированный уголь. Специальный вот мы вчера купили карбон. Такой пакетик. День прошел с тех пор, как я засыпала, и не знаю, разницы есть, нет, но вроде как даже растение стало видно. Видите, у нас тоже есть кислород, у нас есть вот такая вот штучка на батарейках, и я пузырьки включаю. Они вот так вот работают. Можно включить, чтобы она работала бесконечно, пускала пузырьки. Вот, но она тогда быстро так садится. А можно, ее в принципе можно даже подключать в розетку, но я ее заряжаю. Можно вот так вот включить, и она тогда включается и выключается на какое-то время. Насчет фильтра. Фильтр нам этот посоветовали купить, когда вот только у нас появился аквариум. Мы сказали, на сколько он литров. И нам сказали вот купить такой. Вот такой вот фильтр, мы его приклеили. Посмотрим еще через день, через два, как оно поменяется. Так, растения у нас искусственные. Ни одного живого растения. У нас было живое растение, но почему-то от него вода только хуже становилась. Поэтому мы поставили искусственные. Его. Есть у меня тоже сифон, поэтому я тоже прохожусь по песку, я его тоже чищу. Каждый раз в неделю я песочек чищу. Воду я тоже заливаю отстойную. Она у меня как раз неделю стоит. Если я меняю раз в неделю им где-то 20-30% воды, то я поменяла воду и сразу залила. У меня такое ведро огромное, как раз 25-30 литров я раз в неделю меняю. Заливаю туда еще одну жидкость, Aquasafe называется, потому что здесь в Швейцарии вода не очень хорошая, жесткая вода. Здесь днем вот так вот освещается аквариум. Я не считаю, что это прям очень яркий свет. Наоборот, мне кажется, вообще почти ничего не видно. А так хочется наблюдать за рыбками, чтобы было красиво. Вот. Ну, получается вот так вот. Новый трюк. А потом можно чуть повыше, но только не сильно. Она маленькая, чтобы она смогла запрыгнуть. Она ждет вкусняшку. Макс, нажми на паузу. А Филька тоже бежит, смотри. Он увидел, что там вкусняшки дают, пришел сразу. Бонни, Бонни, ко мне. Бонни, Бонни, вкусняшка. Да, Бонни. Так, хоп. Бонни. Ahora sí, Bonnie, arriba, arriba. Bravo. Hop. Сидеть. Так. Папа по-русски тренирует. Оп. Опа! Они начали, она голодная была. Пока она, видишь, выполняет. Arriba. Нет, не хочет. Hasta que tiene. Сидеть. Bonnie. Сидеть. Оп. Ven. Бонни, Venga. дай ко мне. Опа! Каролина пришла со школы. Мне, говорит, порезали обувь. Смотрите, кому-то скучно было. Ну вот прям видно, что ножницами резанули. Можно попробовать заклеить. У меня клей есть специально для ткани. Я бы камеры вообще в школе поставила. Потому что столько всего происходит, столько пакостят дети, и потом не знают, кто это сделал. В учебных учреждениях камеры нельзя. А потом вот так вот не докажешь, кто это сделал. Просто испортили вещь. Кому-то было скучно.
видимо. У меня есть клей вот этот, который для ткани, я попробую. Но она доходит, они все равно ей будут на следующую зиму уже маленькие. Она сейчас доходит в них, в принципе, ей уже по размеру они не подойдут, но все равно зачем такое делать? Она говорит, что ни с кем она не ругалась, никому она там дорогу не перешла. Может быть, кто-то это от любви к тебе, а не к ненависти. Все убежали. Каролина на улицу с подружками, Макс с папой и с Ксюшей поехали играть в теннис. Распустилась, что ли? Заодно я отвечу на вопросы. Знаете что? Я тут недавно так накосячила. В прошлом влоге я отвечала на пару вопросов. Там, по-моему, на минут 15-20 точно я разговаривала. Я монтировала влог. Я поняла, что мой микрофон не записывал. Сейчас вот на нем синенькая лампочка горит, значит, батарейка есть. Когда я записывала, села батарейка, я не увидела. То, что я записала, было очень плохо слышно. Там даже никак не смонтируешь так, чтобы звук прибавить. Сейчас буду записывать заново. Я уже вижу котика, которого просила Ксюша. Тут вот лапки нижние, вот это само тело, здесь будет голова. Хвост. Где-то еще хвост был. Хвост готов тоже. Такой вот длинненький хвостик. Осталось лапки верхние, голову и все. И у меня остался вот такой вот моток. Вот, я надеюсь, мне этого кусочка хватит. Практически в каждом влоге я нахожу в комментариях этот вопрос. Есть ли у девчонок друзья, с кем они дружат, много ли у них друзей. Хотела я рассказывать и вязать, но не получится, потому что мне нужно считать. Иначе я так запутаюсь, если я буду рассказывать и просто вязать. Потеряю петельки. Значит, буду так рассказывать. Ничего не буду делать, просто буду рассказывать. Маргарита сейчас не общается с теми одноклассниками, с которыми она 9 классов закончила. Сейчас у нее новые друзья там, где она учится. У нее никогда не было проблем, она всегда находила общий язык со всеми. Она такой человек контактный. С Ксюшей немножко по-другому. Она более закрытая, она общается, вроде как переписывается с одноклассницей, с которой училась. Почему сейчас у нее нет новых друзей там, где она учится? Там в основном все мальчики. Проблема в этом. В ее группе 2 девочки, только вот она и еще одна девочка, китаянка, остальные мальчики. Там, где она работает, тоже в основном все мальчики, поэтому ей, конечно, не повезло с этим. У Маргариты в школе в основном все девочки, там, по-моему, у них 3 или 4 мальчика только. Вот. А у Ксюши наоборот, а так у нее нет друзей, чтобы с кем-то пойти куда-то. Пока что вот так вот у нее. Любит сидеть дома, если куда-то выходит, она идет с нами. Может с нами пойти там за продуктами, может с нами пойти в город погулять. Вот таких вот прям друзей у нее нет, чтобы с кем-то встретиться, куда-то сходить, она как-то особо и не хочет. Маргоша ее тоже часто приглашает, пойдем там погуляем, пойдем в МАК сходим, пойдем в торговый центр. Она не хочет, не знаю почему. В кино она ходила с Маргаритой вместе, а так, чтобы куда-то погулять, пойти, она не хочет. У Маргариты своя компания, Маргарита более активная девочка, ей нравится вот этот шум, гам, где-то, чтобы были люди, много народу, большие компании. Она, конечно, ей нравится такой образ жизни. Ксюша любит более тихий, спокойный. Вот. Ну, как и писали, что она интроверт на данный момент. Может быть, как-то это изменится потом. Я была очень домашним ребенком. Я, конечно, выходила гулять с друзьями, но я не любила находиться в больших компаниях. У меня была 1-2 максимум подруги. Я не любила, чтобы у меня было их штук 10-20. Я была такой же. Вот если так вот вспомнить мое детство, даже когда я была подростком, я очень часто сидела дома, занималась своими делами. Поэтому, в принципе, я ее понимаю, я сама такой же была. Я и сейчас частично такая. Также спросили, есть ли у меня здесь подруги русскоговорящие. У меня здесь нет подруг русскоговорящих, ни русскоговорящих, никаких. У меня есть знакомые. Мы иногда общаемся, а так, чтобы прям друзья, подружки, нет, у меня здесь никого нет. У меня есть одна подруга, которая живет у меня на родине, и мы с ней на расстоянии общаемся, созваниваемся. Я сама тоже такой человек, мне не нужно иметь много друзей, мне достаточно, чтобы у меня в жизни была одна подруга, которой можно доверять, на которую можно положиться. Вот, она у меня есть, поэтому мне, в принципе, этого достаточно. Жалко, конечно, то, что она так далеко. Иногда, знаете, такое есть желание встретиться, куда-нибудь пойти, попить кофе, не знаю, погулять вместе, поболтать, в общем, ну вот вживую побыть вместе. По видеосвязи это одно, конечно, но вот так вот вживую встречаться — это совсем другое. Вот из-за этого, конечно, бывает грустно. Я еще такой человек, очень добрый, очень открытый, отзывчивый. Я всегда приду на помощь, я всегда готова помочь. И
я делаю это от всего сердца и безвозмездно. Я как бы, если я человеку помогаю, я не жду взамен в ответ ничего. Не прошу ничего, не жду ничего. Я просто делаю, потому что я могу, я хочу помочь, и у меня есть возможность помочь. Есть такие люди, которые это все просекают и пользуются. Поэтому я боюсь подпускать к себе новых каких-то людей, потому что я очень доверчивая. Но вот есть такой опыт в жизни, что нет, есть люди разные, что есть люди, которые просто пользуются твоей добротой. И поэтому, зная себя, я вот не завожу новые знакомства, не завожу новых друзей. Вот у меня семья, у меня дети, у меня муж, мне в принципе достаточно. Я надеюсь, у Ксюши все будет хорошо. Я надеюсь, что она найдет себе человека, близкого по духу, чтобы был действительно добрый и дружил с тобой не ради чего-то, а дружил с тобой вот просто потому, что ты есть. Будем рядом с ней, насколько это возможно, пока ей это нужно. Ой, я уже себя психологически подготавливаю к тому, что Маргарита скоро от нас уйдет, строить свою жизнь. Сейчас пока все нормально, спокойно, я это все понимаю, я это все принимаю, но мне кажется, вот прям, когда наступит этот момент, мне будет тяжело к этому привыкнуть. Для меня это первый ребенок, который пришел ко мне первый и уйдет от меня первый. Мне придется пережить это целых 4 раза. С одной стороны, конечно, хочется, чтобы они построили свою жизнь, чтобы у них были свои семьи, детки, если хотят. Вот. А с другой стороны, как-то грустно. И как-то вот думаешь, а потом что? Уйдут они, и мы с Лео останемся вдвоем. И что потом? Наша рутина ежедневная, ее уже не будет. Нам нужно искать что-то новое, чем-то заниматься, не знаю, куда-то ходить, куда-то ездить, какие-то хобби себе найти, чтобы чем-то заниматься. Я занята вот этой бытовухой, все этими делами, там, приготовь, убери, там, сделай что-то, принеси, там, зашей, погладь, постирай. А потом, когда мы останемся вдвоем, надо как-то чем-то себя занимать. Я так смотрю, что время летит очень быстро. Так что вот так. Давайте, у ключи у кого? У папы ключи. А чего не взяли ключи? Мы поехали за мороженым. Мороженка будет нас угощать Маргарита. А вот идет. Садитесь. Вон там кнопочка есть. Вот кнопочка, да. А куда вы ее клеите? На стекло? Сзади. А, на машину? Без Эльки нельзя. Gerne 3-mal M&M's McFlurry. Jawohl. Und 3-mal Oreo. M&M's und 3 Oreo. Genau. Ja, nein, was ist das? Nein, das ist alles. Du möchtest nicht fahren, danke. Danke vielmals. Maxi, chill out. Was ist los? А давай будем работать Uber Eats. Давай. Давай. В дождик? Они еще не сделали мороженое. Что так долго? Thank you very much. Это кому? Не, ну они вообще издеваются. Так мало налили. И вот здесь вот больше в этом, а в этом меньше. Aber die haben richtig wenig gelassen. Там покито, лизандлио. Все, поехали домой кушать мороженое. Так, можно полегче немножко на поворотах? Спасибо. И не так резко. Время 10 часов. Мы только домой приехали. Здравствуйте, мороженое будете? Разбирайте мороженое. Тут хоть нормально налили? Орео. Вот тут вот нормально налили. Здесь вообще. Все, кушайте, спать. Поняла?